Дорогие друзья, добро пожаловать на наш канал. Всем большой привет из Израиля. Не один раз за последнее время мы ездили в Галилею. Любовались природой у моря Галилейского. Израильтянам известно и общепринято в Израиле его более древнее название – озеро Кинерет. И сегодня мы приглашаем вас в увлекательное путешествие к морю, которое вовсе и не море, а озеро, и которое имеет не одно, а целых 4 названия. И привлекает оно не только своей природной красотой, а еще и множеством исторических и религиозных событий. Ну что ж, поехали! В прошлом видео мы совершали спуск более чем на 1000 метров из Иерусалима в сторону Мертвого моря по дороге вдоль холмов Иудейской пустыни. Зимние ливни оживили чарующую суровость природы этой части Святой Земли. И мы радовались зеленым островкам пробившейся травы. Это было в начале января. И ехали мы к Иордану. А сейчас вы видите Иорданскую долину. Мы едем в окружении сельскохозяйственных угодий, которых стало гораздо больше. Здесь нам встречаются еврейские, арабские хозяйства и поселки, можно сказать, вперемешку. Ведь это территории, завоеванные Израилем после шестидневной войны. И эта кажущаяся идиллия иногда нарушается, к сожалению, терактами. Видите забор справа? Это забор безопасности. Забор отделяет территорию долины от зоны безопасности, тянущейся на несколько километров и оканчивающейся у границы с Иорданией. Географическая граница идет вдоль течения реки Иордан. Реку мы не видим, русло протекает гораздо ниже, в глубине тектонической впадины. Чувствуете разницу? Едем почти там же, только в начале января. Но вернемся к забору безопасности. Забор этот начали строить после шестидневной войны, когда западный берег реки Иордан вошел в границы Израиля. Но новая граница с Иорданией была еще беззащитна, и со стороны Иордании постоянно прорывались террористы. До 1970 года шла война на истощение. Тогда-то и появился забор безопасности и укрепленные пункты. И что интересно, каждое укрепление носило название птицы по алфавиту. Но это уже история. Пейзажи Святой Земли заметно оживились после целого ряда ливневых дождей, и нам интересно, насколько поднялся уровень воды в озере. Скоро земля этих холмов выпустит на свет невероятное количество красных анемонов. Иорданская долина уже давно позади, и мы все ближе к цели нашего путешествия. Знакомые картины. Слева вдоль трассы пальмы и заросли бугенвилей. К сожалению, сейчас мы не видим это растение во всей его красе, когда трасса оживляется красными, малиновыми, белыми и желтыми предцветниками бугенвилей. Во времена не столь отдаленные активного туризма и паломничества, путешествие к берегам Галилейского озера – это просто праздник, это отдых души после напряженной духовно и физически программы в Иерусалиме и в Иудейской пустыне. И это радостное настроение всегда с нами, когда мы проезжаем эти места. А там и до озера рукой подать. Но сначала заедем в Иорданит. Если быть честными, то в Иорданит в этой поездке мы заехали на обратном пути через день. Но ведь мы запросто можем вернуться в начало января, когда мы, сюда заехали. Только что прошел дождь. Сегодня выходной, и мы видим, что Иорданит стал популярен сейчас и у израильтян. Здесь можно купить кофе и вкусную выпечку, посидеть, любуясь природой. Есть также и ресторан.
Для тех, кто еще не знаком с этим местом, подскажем, что здесь Иордан уже вышел из моря Галилейского. И дальше его течение идет туда, откуда мы только что приехали. До 2011 года туристы и паломники совершали омовение только здесь. А потом появилась возможность совершать омовение там, где по преданию погрузился в воды, совершая обряд очищения, Иисус Христос. Сейчас здесь достаточно тихо, но помнятся времена, когда занимали и ждали очередь на омовение в этих живописных купальнях. Котейка даже глаз не приоткрыл, чувствует себя в полной безопасности. Обратили внимание на черный камень в постройках? Это базальт. Местный строительный материал. Именно из такого камня строили здесь и во времена Иисуса Христа. Одной из олив, растущих здесь, более 200 лет. Она выросла в Галилее, пожертвованной участку неким Филиппом Николу. Перенос древних олив – очень дорогостоящее и трудоемкое дело. Ну и для полноты картины мы прошлись туда, где Иордан выходит из озера Кеннерет. Вот уж удивительная река. Обычно все реки растворяются в море, но только не Иордан. Здесь река покидает озеро и продолжает свой путь к Мертвому морю. Для сравнения, это февраль 2021 года, ровно 5 лет назад. Как видите, засушливые годы дают о себе знать. Возвращаемся и едем дальше. Совсем рядом с Иорданитом есть место, которое мы почти всегда посещаем. Это первое еврейское кладбище на берегу озера Кеннерет. Напомним, что Кеннерет – самое древнее название этого водоема. Это не просто кладбище, это важный культурный объект, где похоронены ключевые фигуры еврейской культуры и поселенческого движения. Их именами названы улицы в Израиле, о них помнят и приходят к месту их упокоения. И первая наша встреча с озером сегодня происходит именно здесь. Это кладбище совсем не типично для Израиля. Оно, пожалуй, самое красивое из тех, которые нам приходилось посещать. Здесь читают стихи и поют песни у могилы поэтессы Рахель, женщины с нелегкой судьбой, красавицы, безгранично любящей эту землю, это озеро, покинувшей наш мир, когда ей было чуть больше 40. Со временем кладбище стало пространством коллективной памяти, местом, где национальная история Израиля читается через биографии конкретных людей и поколений. И здесь действительно посещает непередаваемое чувство от покоя, истории человеческих судеб и красоты. Пришло время полета, и полетит над этим удивительным озером наш беспилотник Миша. Чем же это озеро так удивительно?
но хотя бы и тем, что это самое низко расположенное пресноводное озеро на Земле. Измерения уровня воды проводятся ежедневно, как и качество воды. При уровне 208 метров 80 сантиметров нужно открывать плотину, иначе грозит затопление. Уровень минус 213 уже красная черта, минус 214 черная критическая черта, когда может нарушиться экосистема. Долгие годы озеро служило основным источником воды для Израиля. Сейчас, благодаря технологиям опреснения, озеро может и отдохнуть. Но из-за засушливых лет уровень воды на начало февраля находится ниже красной черты на 22 сантиметра. Но все-таки динамика наполняемости положительная. 4 года назад здесь под кактусами плавала рыба. А сейчас до берега можно и прогуляться. Длина озера доходит до 23 километров, ширина до 11. Глубина при самой высокой воде 47 метров. И нашелся пловец-энтузиаст, который переплыл озеро в длину. Было это в 1944 году. 22 километра за 9 часов 36 минут и 44 секунды. Вот так, ни больше, ни меньше. А с 1954 года стали проводить здесь массовые заплывы. Конечно, не на такие гигантские расстояния. 2022 год собрал на заплыв порядка 10 тысяч человек. Кинерет относится к немногим в мире горячим озерам. Поскольку температура воздуха летом может приближаться к 50 градусам по Цельсию, то в воде озера есть горячий, средний и холодные слои. Верхний слой воды озера может прогреться и до 30 градусов. Температура глубинных слоев в 2 раза ниже. Запомните об этой особенности. Эта информация нам еще пригодится в сегодняшнем путешествии. В 2013 году обнаружили в юго-западной части озера огромную рукотворную пирамиду из базальтовых блоков весом 60 тысяч тонн, диаметром 50 и высотой более 10 метров. Возможный возраст сооружения 5000 лет. Что это? Ответ не ясен. Просто невероятно, но факт. На 30 лет раньше озеро открыло людям еще одну свою тайну. О ней мы тоже расскажем, но чуть позже. Город Тверия или Тивериада, расположенный на берегу озера, в сторону которого мы направляемся, в Евангелии упоминается 1 или 2 раза. Между 17 и 22 годами нашей эры основал город на побережье как столицу своего надела Ирод Антипа и назвал новый город в честь правящего императора Рима Тиберия. Кстати, Тивериадское озеро – это еще одно из названий этого водоема. В эту поездку небо было серым, и гладь озера, окружающая его, тоже серого цвета. В этом видео мы используем кадры не одной, а 3 последних поездок. Вы ведь наверняка заметили разницу цвета неба и облаков. Современный город с тем же названием расположился севернее. Тверия – один из священных городов Израиля. Здесь в начале V века мудрецы Тверии создали Иерусалимский Талмуд. Сюда приезжают на гробницы еврейских праведников.
Мудрецы, жившие много столетий назад, несли огромный вклад в развитие еврейской культуры и сохранение древних знаний. Верующие иудеи приезжают в Тверию, чтобы почтить их память. И, конечно же, сюда едут на отдых у моря. Разве может быть по-другому? Христианам дорого все, что связано здесь с проповедью Иисуса Христа. Древние города Хоразин, Вифсаида, Капернаум располагались близ берегов Галилейского моря. Ну вот вам и еще одно название – море Галилейское, ведь к его западной части примыкает область, называемая Галилеей. На улицах Твери видим базальтовые руины прошлого. Это съемки ноября 2025 года. Нам повезло. Потрясающего цвета неба и отличное освещение. Мы заехали ненадолго, чтобы пройтись по набережной Твери. Честно говоря, обидно за город, который мог бы стать жемчужиной туризма. Запущенность пробивается отовсюду. И дело даже не в том, что уже несколько лет город не видит настоящего туризма, а в том, что ортодоксальным жителям этого города, которых становится все больше, туризм даже мешает. В кадры попало только то, что радует глаз. Дорожное кольцо с оливой – это здорово. Фикусы на парковке. Внутри его воздушных корней можно даже пройтись. Вдоль улицы, спускающейся к морю, расположились экспонаты музея под открытым небом. Работа Шауля Соло самая яркая. Посвящена Твери. Голубой купол гробницы праведника, строение из базальта, лодки, рыба, куда-то делось море, а оно было. Скульптура из цельного базальтового камня. Израильская лира – денежная единица Израиля до 1980 года с изображением рыбака. Тоже посвящена Твери. Лодку Иланы Гур захотелось подкрасить. Рядом с белой лодкой белая бугенвилия. Красиво. Было странно в выходной день видеть почти пустую набережную. Здесь Лариса задержалась, рассматривая, как вписали огромный фикус, или это два фикуса, в помещение ресторана. Скорее, это ресторан пристроили вокруг фикуса. Растет дерево, пусть себе растет, рубить нельзя. И вот что интересно, ведь мы не раз были в этом ресторане с туристами, но только сейчас увидели эту диковинку, когда смотрели по сторонам, а не в тарелку. Да, как-то даже тоскливо. Оживляли набережную лишь дети ортодоксальных евреев. Давно вы видели детей, играющих в резинки и скакалки? А ведь это так здорово!
Смешанные чувства грусти и радости посетили нас на этой набережной. И мы отправились дальше, на север, зная, что вернемся еще раз. И вернулись в феврале. Едем в сторону Евангельского треугольника. Что это такое? Это условное название географической зоны в Галилее, охватывающей ключевые места земного служения Иисуса Христа: гору Блаженств, Тапху и Капернаум. С горы Блаженств мы все и увидим, не без помощи беспилотника Миши. Отсюда открывается изумительная панорама окрестностей Галилейского моря, на плодородные земли, на причудливые изгибы окружающих ландшафтов. Здесь царит спокойствие и умиротворение. В такой обстановке, на вершине этой возвышенности, в первый год своего служения Иисус Христос произнес проповедь, записанную апостолом Матфеем, в которой дал все основные принципы пути к духовному совершенству. Определил высшие нравственные ценности христианства, ведущие к спасению и Царству Небесному. Заповеди блаженств впервые прозвучали отсюда. Местности под названием Семиключия, где бьют горячие источники с общепринятым названием Тапха, которого вы не найдете в Евангелии, Иисус Христос совершил чудо, знамение, явил милость людям, слушавшим Его проповеди. 5 хлебов и 2 рыбок хватило на 5000 человек. Ели все, кто хотел, и насытились. И осталось еще 12 полных коробов. Чудо примножения хлебов и рыбы. Вот это место. Капернаум, процветающий некогда город на одном из важных торговых путей, стал главным местом земного служения Иисуса Христа. Здесь Он проповедовал, рассказывал притчи, совершал исцеления и чудеса. Здесь из среды рыбаков нашел первых своих учеников. Отсюда шел по цветущим полям Галилеи, отсюда совершал паломничество в Иерусалим. В Новом Завете Капернаум упоминается настолько часто, что уступает лишь Иерусалиму. А сейчас мы видим исполнение пророческих слов о будущем города. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься». От города остались лишь руины, возле которых уже в наше время отстроились православные и католические монастыри. Нет ни Вифсаиды, нет и Хоразина. Но есть живые свидетели – это озеро, эти холмы, эти тропы и даже цветы. Рыба, о чудесном улове, который рассказывает Евангелие, до сих пор в холодное время стремится к теплой воде источников, впадающих в море. И мы тоже видели, как сотни рыб плескались и выпрыгивали из воды прямо у берега. А буря на море? Можно ли в это поверить, глядя на водную гладь? Сильные волнения здесь не редкость, особенно летом. Во второй половине дня поднимает западный ветер теплый слой моря и гонит волны к восточному берегу, обнажая неподвижный холодный слой. И в это время быть на середине озера далеко не безопасно. Рыбной ловлей здесь занимались испокон веков и до нашего времени. В озере водятся 27 видов рыбы.
А знаете ли вы, какую тайну открыло дно озера в 1986 году, когда уровень воды упал до самой низкой отметки? Ее раскрытие принадлежит простым рыбакам. Два молодых человека прогуливались вдоль береговой линии и заметили в грязи корму лодки. Нужно было достать лодку так, чтобы она не развалилась. Этим занимались эксперты, ученые и множество добровольцев, проделав уникальную, почти филигранную работу. Выкопали ров вокруг лодки, очистили ее от ила, откачали воду из рва. На это ушло 11 дней. Торопились, так как вода из-за ожидаемых дождей могла подняться и повредить лодку. Затем лодку буквально упаковали в чехол, окутав полиуретановой пеной, и по озеру доставили ее в специальный бассейн, где работы по консервации и исследования продолжались еще 14 лет. Израильские ученые утверждают, что это самое древнее средство передвижения, дошедшее до наших дней. Лодка, возраст которой надежно определен несколькими способами, как 2000 лет, отправляет нас из настоящего в то далекое прошлое, когда берега озера были ареной деятельности Иисуса Христа и его учеников. Ее так и назвали – «Лодка Христа». Это озеро полно очарования. Рассказывать его истории и смотреть на него можно часами. Это источник любви и вдохновения для многих. Дорогие друзья, огромный всем привет из Израиля, с новой набережной города Твери. Всем мирного неба, здоровья и благополучия. С любовью из Израиля, Павел и Лариса.